Международный союз конькобежцев ИСУ зарезервировал свыше $2,5 миллиона на погашение убытков, связанных с отстранением российских спортсменов от соревнований под эгидой их организации. ИСУ имеет ограниченные деловые связи с российскими контрагентами, поставщиками услуг и российскими банками и следовательно не подвергается серьезному финансовому воздействию, говорится в финансовом отчете ИСУ. Однако принятое Советом ИСУ защитное решение не допускать к участию фигуристов и официальных лиц из России и Белоруссии привело к другим пагубным последствиям для деятельности организации. В частности, отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в марте 2022 года привело к снижению доходов от продажи медиаправ в России. Учитывая вышеупомянутые события, было принято решение сохранить резерв в размере 2 500 000 швейцарских франков. 2 589 592 долларов. На покрытие убытков во время кризисных ситуаций, заключили в ИСУ. Напомним, ИСУ отстранил российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию. Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась по поводу падения доходов Международного союза конькобежцев ИСУ после отстранения российских фигуристов. Ранее стало известно, что ИСУ зарезервировал более $2,5 миллиона на погашение убытков, связанных с недопуском россиян до международных турниров. В финансовом отчете организации сообщается, что отсутствие российских спортсменов привело к снижению доходов от прав на трансляции в России. Все произошедшее можно было легко предвидеть, ведь россияне являются лидерами почти во всех дисциплинах. О девушках я вообще не говорю. Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, люди хотят за них болеть и платят немалые деньги за билеты. Нельзя забывать и о трансляциях, которые наша страна больше не покупает. Думаю, другие тоже могут потерять желание их приобретать, поскольку следить за турнирами без сильнейших фигуристов никому не интересно. По факту весь вид потерял свою привлекательность. ИСУ пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе. ИСУ получил первый неприятный звоночек. Думаю, он может опомниться и понять, что спорт не имеет ничего общего с политикой и две эти истории смешивать категорически нельзя. Фигуристы работают и пашут на протяжении всей карьеры, чтобы ими восхищались, а не отстраняли по надуманным поводам. ИСУ нужно было разочек получить по голове граблями, чтобы осознать. Без россиян фигурному катанию не обойтись. И если она хочет зарабатывать какие-то деньги, их нужно немедленно возвращать, сообщила Бутырская. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Транков поделился мнением, способна ли ситуация с убытками повлиять на Международный союз конькобежцев ИСУ в вопросе снятия санкций с российских фигуристов. Думаю, для ИСУ эта ситуация станет первым печальным звоночком. Но мне сложно предсказать, способно ли это повлиять на федерацию и привести к снятию санкций с россиян. Моего погружения в тему не хватает, чтобы дать ответ на этот вопрос. К сожалению, боюсь, быстро ограничения отменены не будут. Не отношу себя к числу оптимистов, которые верят, что через сезон нас вернут. Я не очень сведущ в вопросах финансирования и ценообразования, но когда ИСУ накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдет бесследно. Про турниры я вообще не говорю. Я, например, не понимаю, кто будет смотреть чемпионат Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по 3-4 золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадет, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать, заявил Транков. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка связала падение интереса к фигурному катанию с отсутствием россиян на международных соревнованиях. Я не специалист в области финансов, но то, что интерес к фигурному катанию в мире после запрета участвовать в соревнованиях россиянам в любом случае упадет, было очевидно.
Я говорила об этом еще тогда, когда ИСУ выносил свой вердикт. Теперь они вынуждены отвечать за свои ошибки. Факт остается фактом. Они сами подтвердили, что несут убытки из-за собственных действий. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мы с вами живем в очень интересное время. Уверена, Международная федерация в состоянии снять ограничения с отечественных фигуристов. Ведь ФИДЕ почему-то не отстранила россиян, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе. Тут все зависит от конкретной организации. Но если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное – осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел, заявила Навка. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина рассказала, может ли ИСУ вернуть россиян из-за финансовых убытков. Сложно сказать, способно ли дальнейшее отстранение отечественных фигуристов привести к еще более заметному уменьшению бюджета ИСУ. Невозможно и прогнозировать, может ли это стать причиной отмены санкций. Но все федерации вправе сами принимать такие решения, несмотря на рекомендации МОК. И мы видим исключения из правил, например, в лице дзюдоистов. ИСУ тоже вправе проявить независимость, заявила Роднина. Заслуженный тренер России, хореограф Александр Жулин отреагировал на новость о падении доходов ИСУ после отстранения российских фигуристов. Это не положительная новость, а скорее разумная. Это все равно, что взять самое лучшее и вообще убрать. Естественно, интерес к фигурному катанию будет падать. Может, они задумаются. Выросли ли наши шансы вернуться в фигурное катание по сравнению с мартом? Нет, не выросли, сказал Жулин. Президент самбо-70 Ринат Лайшев в разговоре отреагировал на новость о падении доходов ИСУ после отстранения российских фигуристов. Все скоро прогнутся под Россию. Это касается всех сфер. Это и логично, и разумно, и справедливо. Вопрос лишь во времени. И мы все верим в Россию, сказал Лайшев. Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на новость о падении доходов ИСУ после отстранения российских фигуристов. Это было понятно. Сейчас упадут не только доходы, но и уйдут все рекламодатели. На кого смотреть-то там? Не на кого. Юдзуру Ханю ушел, Нэтан Чен ушел, наши девочки, за которых болело полмира, тоже сейчас не выступают. Это очень серьезный удар по спорту, по фигурному катанию в мире. Интерес будет падать, будут уходить рекламодатели, к соревнованиям будут относиться совершенно по-другому. Билеты на соревнования не будут покупать так, как раньше. Будет кризис сейчас. Они прекрасно понимают, чем это чревато. Любой спорт будет страдать без России. Может, кроме футбола. Это там мы не сильны, как в других видах спорта. В ближайшее время должно все поменяться, сказала Рудковская.